Всем привет! Сегодня хочу вам показать, я думаю, окончательный вариант печи для плавки алюминия. И она получилась такая, что я даже не рассчитывал. То есть я вот в ней уже плавил. Алюминий начинает плавиться через 10 минут после начала разогрева. Так. Ну, сначала у меня была вот эта печь. Я ее делал наобум, скажем так, просто посмотрел в интернете и сделал. Но она у меня получилась большая, и поэтому для ее нагрева уходило очень много бензина у меня. 2 паяльных лампы, пока я, то есть на второй паяльной лампе только начинал плавиться алюминий. Потом я недавно сделал вот эту, вам показывал. На эту уже есть обзор. Она плавит быстрее, но все равно около 40 минут уходило на расплавку. И руки зачесались, не успокоился и сделал вот эту вот. И сейчас вначале, наверное, сразу покажу вам, как она работает, как она плавит. То есть расплавим алюминий, выльем заготовку, а потом уже покажу, как устроено. Потому что если буду сейчас время тянуть, показывать, как что сделал, то все. А потом кто-то посмотрит и скажет: ты, так и у меня плавит. И, короче, сразу показываю, что есть. То есть сейчас я разжигаю лампу, вам показываю время на телефоне и смотрим в убыстренной записи, сколько времени уйдет на плавление алюминия. И я имею в виду плавление, это время, когда алюминий начнет плавиться. Потому что расплавить можно и 100 грамм, а можно расплавить 5 килограмм. Понятно, время уйдет по-разному. И поэтому от начала разогрева будем считать и до начала плавления алюминия. Ну что, поехали, разжигаю лампу. Пока разгорается лампа, покажу вам, что печь на данный момент полностью холодная. Ну, вы видите, что и лампа разгорается только-только. Тигель даже еще мокрый, потому что ночью был дождь. Короче, все тут холодное полностью. Ничто не прогрето. Все холодное, вон печка мокрая. И сейчас лампа как разгорится. Включаем таймер. Выливать я буду вот в ту форму. Это фильтр топливный тракторный. Я его отжег. Буду в него лить. Так, ну что, можно сказать, начинаем. Время у нас 9:11. Ну, сейчас будет 12, и можно будет начинать. Так, прошло 10 минут. Сейчас посмотрим, что там в тигеле.
знаю, вам видно будет, нет. Вон там, где красно, уже алюминий наплавленный. То есть он стекает в правую сторону. Я попробую сейчас пошевелить его. Может, вам видно будет. Он прям красный, который наплавился. То есть 10 минут и алюминий начал плавиться. Вот, теперь видно будет его. Видите, да? Он уже плавится. То есть через 10 минут он начал плавиться, а теперь он, можно сказать, на глазах уже начинает плавиться. Теперь осталось только наплавить. Поэтому, думаю, таймер выключаем по-любому. 10 минут. То есть мои слова оправдали себя. Сейчас я камеру выключаю уже. Наплавлю вот это, что есть, осталось. И тогда уже включу, когда буду выливать. Ну что, время 30 минут. То есть за 20 минут получается. Сейчас открою крышку, там уже расплавленный алюминий. Ну вот, все готово. Получается 10 минут, как он начал плавиться, и 10 минут прошло, как у меня расплавился тот алюминий, который был. Ну а сейчас я его выливаю, остужаю. Остужаю и форму для того, чтобы проточить, показать вам, как будет там качество. Сам не знаю, эксперимент провожу еще один по вашим советам. И остынет печь, расскажу вам про устройство. А сейчас выливаю. Так, ну все, на этом, наверное, пока выключу. Ну могу рассказать про эксперимент, который вы мне посоветовали. Во-первых, это дюралюминий, который переплавился уже второй раз. Вы видели куски, которые, ну то есть, лом переплавил, выловил оттуда весь шлак, вылил просто в лужицу. Потом распилил на куски, чтобы удобно было в тигель класть. И вот после второй переплавки мне сказали, что качество будет намного лучше дюраля. Вот. И вот этот эксперимент я хочу сейчас проверить. То есть, когда выбью из формы его, начнем точить, посмотрим, будут ли поры там. Ну вот, получилась такая вот штуковина, остудил до приемлемой температуры. И сейчас выну и буду протачивать. Кому не интересно точение, пожалуйста, перемотайте дальше, и я расскажу об устройстве печки. Вынимаем. Уж ты, не все так просто. Короче, сейчас выну, потом покажу. Чем хороши топливные фильтры в качестве формы? То, что они,
толще обычных банок, под всякой там пены, шмены, ВДшки. Короче, они многоразовые. И плюс у них еще есть отверстие, через которое можно выбивать форму. Так, ну вот, первый косячок уже сразу видно. Пузырь. Все равно есть. Надо было второй способ испытать. Но тогда я бы не знал, если бы все получилось хорошо, я бы не знал, какой из них правильный. А второй способ мне один человек посоветовал. Перед тем, как уже заливать форму, помешать алюминий деревяшкой. Вроде как он прям написал, дегазацию провести. Но в следующий раз я это проверю. Опа. Ого. Затянул кривой. Ну-ка, что там? Ну вот так пойдет. Опа. Пойдет, проточим. Ну что, начинаем. Давно я уже на станке не игрался с этой работой. Эта ямочка. Так, что тут срезать ее? Ну, полностью срежу. Извините уже за то, что отнимаю ваше время. Хочу полностью ее срезать и потом пройти так. И посмотрим, что внутри. Потому что все равно любую заготовку выливаю больше размера требуемой детали. Вот как раз вот на этот вот случай. Еще немножко.
Так, ага, еще чуть. Да что ж такое? Ну вот. Видно вам, да, середину? Ну, в смысле, эту плоскость. Один единственный пузырь был. Его я срезал. И все, внутри дальше чисто. Значит, будем пробовать идти здесь. Ну-ка, смажем. Последуем вашему совету. А то опять налипать начало. Видать, алюминий нагрелся или резец и начало налипать опять. Ого. Резец надо повернуть чуть-чуть. Все никак не возьмусь заточить его, чтобы не переворачивать его туда-сюда. Ну вот, вы видите качество, которое получилось. Сейчас я прибавлю. Ух ты. Вот оно качество. То, что получилось. Все, один единственный пузырь был. И то, возможно, может там какая-то частица попала в форму. Поэтому, может быть, когда она выгорала от алюминия, как раз таки газы и вот это образовались. Потому что больше нету. Значит, все-таки рецепт двойной переплавки, он работает. Вы, наверное, видели в прошлый раз, когда я выливал, были поры и по этой плоскости, и здесь, а здесь нет. Я не знаю, протачивать ли эту сторону, ну, навряд ли, будет все чисто, скорее всего, все равно. Ваше время отнимать я больше не собираюсь. И переходим мы к устройству печи. Все, здесь нормально, короче. Вот теперь можно точить ролики на гриндер. Перебегаем на печь. Вот она моя печь, которую вы уже видели. Итак, с чего она состоит? Два баллона из гидроаккумуляторов, знаете, на насосные станции. Старые ржавые баллоны, негожие. Вот. Один баллон внутренний, который красный. Взял, срезал верхушку на нем. Вот вы сейчас увидите. Вот он, этот баллон. Вот он. Верхушку срезал. Внутрь вставил цилиндр из нержавейки. То есть обтянул его по тигелю, обернул лист нержавейки, ну и проварил. Также дно заварил. Далее вырезал два отверстия под необходимую трубу. То есть вот в цилиндре труба и в баллоне самом труба. Труба заведомо шире сопла паяльной лампы. Потому что вы видели, наверное, что у меня лампу забивало ветром. То есть когда отсюда выходят отработанные газы. А ветер, если задувает немного, то сюда выбивает. Бывает. И поэтому, чем больше эта труба, ну не то, что там на 200 брать не надо. Ну, короче, нужно, чтобы свободная была подача воздуха еще. Потому что если ровно делать по соплу лампы, ее будет просто забивать, она будет тухнуть у вас. Ну, вы видели, да, что у меня чуть-чуть там были косячки, что выбивало огонь. Дальше труба вот варена только в одном месте, здесь. Здесь она просто вставлена в цилиндр. На дно красного баллона
Так, теплоизоляция, короче, вот, да. На дно красного баллона теплоизоляцию я положил. Ну, не покупную никакую, а естественную и природную. Шлак отработанный, короче, с каменного угля. То есть печку мы топим каменным углем. И вот это золу просеял, с глиной намешал, без песка, с глиной. И уложил на дно вот этого цилиндра вот до этого уровня. То есть до уровня, где, ну, чтобы поставить на него цилиндр из нержавейки. Так, чтобы этот цилиндр из нержавейки был чуть-чуть ниже этой трубы. Ну, понятно, да? Для того, чтобы варить его. Вот, видно. Чтобы трубу варить можно было. Потом дальше стенки между цилиндром вот этим и внешним также заложил этим раствором с золы. И потом вот такую вот крышку, которую я вырезал с красного, вырезал в ней еще внутри отверстие и вложил внутрь. Вот она лежит, эта крышка. Ну, это так уже, можно и не возиться с ней. Ну, короче, там зола, раствор. Так. Так. Ну и все, вставляется тигель. Потом взял второй бак. Сосварил их флянцем к флянцу. Потому что они оба с флянцами. Флянец на флянец поставил, проварил. Здесь обрезал по высоте лампы. Ну, тоже видели, что досточку подкладывал все равно. Лучше пусть выше будет, чем мало. Чем вот это ставить потом на досточке. Лучше лампу подставить. И половину вот этой вот уже поставил вот сюда наверх на бак этот натянул. То есть опять же обрезал по уровню так, чтобы у меня тигель только-только выглядывал отсюда. Можно было бы сделать глубже, но у меня, видели там, да, это коромысло вот это вот на тигеле, оно мешало. Прорез сделал, а тигель встал ровно. Ну, короче, рассчитывайте так, чтобы тигель встал ровно. Ну, я с этой вот крышку отсюда, которую вырезал, как раз тигель накрывается. То есть все пошло в дело. Полностью все. С двух баллонов все пошло в дело. И теперь еще важный момент. Если туда поставить раутигель, то лампа будет тухнуть, забиваться. Там нужна, как сказать, камера сгорания. Для этого я сделал вот такую треногу и подставку по высоте, чтобы она была, то есть она вот так вот ставится. Вот так вот ставится. Ну, короче, она у меня по уровню, вот этот вот край, как раз на уровень верхнего края трубы. Вот так она стоит у меня. Вот так получается. Она у меня стоит внутри. Это подставка. На нее уже ставится тигель. Здесь прорезано, потому что место для огня. И сделан такой трамплинчик из нержавейки. Ну, сейчас уже, конечно, не скажешь, что это нержавейка, но это нержавейка. То же самое. Это нержавейка и внутри со стиральной машины с бака. Нержавеечка. И получается, что огонь бьет сюда, и трамплин этот как раз заворачивает огонь уже в дно тигеля. Почему я сделал такую систему? Потому что вот на старых печах своих я делал просто колено. И во время разогрева тигеля колено это красное. То есть получается очень много тепла отдается просто на улицу. Очень много тепла, которого хватает раскалить железо. Это колено именно. Я решил, что это бессмысленно. И лучше вот это колено. Получилось так, что у меня теперь это колено, оно внутри печи. То есть вот в этой вот камере сгорания самой. Чуть тепленькая. Вот. И по большому счету почти все тепло сохраняется внутри. Вот, наверное, и все. То есть вставляется вот эта штука, сейчас покажу вам. Вот так. Вот она как стоит. Получается на уровень с трубой. По верхнему краю трубы. И все, и огонь заходя, бьет как раз в тигель. Только вот этот цилиндр делайте, чтобы он шире тигеля вашего был. Ну хотя бы сантиметр, ну больше, у меня сантиметра 1,5. Можно даже, наверное, 2 сделать, чтобы между стенками было. То есть по сантиметру с каждой стороны. Тогда меньше будет забивать лампу паяльную. Потому что я, например, не могу, вот если я лампу паяльную вставляю полностью туда, то сразу огонь забивает, назад выбивает в обратку и греет лампу. С одной стороны это плюс, меньше надо подкачивать,
Но с другой стороны вроде как опасно. Ну вот такие вот пироги пеку я в этой печи. Наверное, все на этом. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, обязательно отвечу. Комментируйте, дизлайки, что там еще, делитесь, обязательно колокольчик после подписки нажимайте. Всем удачи, всем пока. Вдруг у кого какие идеи возникают, обязательно пишите, обсудим. Все, всем пока.